Мы живем в темных комнатах и тайно управляем этим миром. Да, пишу сценарий, аж ностальгия прошибает. Ну и, конечно, как же без них? Без наших любимых денег. Да-да, спасибо, что напомнили. Я снова забыл про лучший коммент. Кстати, вот он. Привет, за микрофона снова Бебра, и сегодня я хочу рассказать вам, почему создание плагинов SpyGod это лучшее хобби для программиста. Извините, меня заставили. Бэ. Для новых зрителей скажу, что я занимаюсь написанием плагинов уже около 2 лет, помимо основной деятельности. Я Android-разработчик. Но почему же я вообще начал писать плагины? Зачем? В тот момент я писал достаточно большой заказ в течение довольно длительного промежутка времени. И когда я закончил, я почувствовал, что достаточно сильно перегорел от программирования. Я не мог смотреть на код вообще. И тем, что вытащило меня из этого состояния, и был SpyGod. Я решил попробовать писать плагины по фану, не думая, что меня это заинтересует. Это можно сравнить с ощущением, когда начинаешь играть в игру, у которой рейтинг 3,5 из 100. Ты вроде как ни на что не надеешься, но начинаешь играть, и она становится твоей любимой игрой, которую ты хочешь перепроходить и перепроходить. Ты заучиваешь все диалоги в ней наизусть. Кое-кто желает познакомиться с тобой поближе. Это безумие! Смотри под ноги. Промудоблядская пиздохлоёбина! Знаешь лор каждого персонажа и постоянно открываешь для себя все новые и новые детали. Я просыпался и хотел снова писать плагины, работать в этом направлении, учить что-то новое. Я не думал о создании своего сервера, о том, что я хочу делать заказы и зарабатывать. Я просто писал и работал в свое удовольствие. Что уж тут говорить, если я настолько проникся этой темой, что решил начать вести YouTube канал, посвященный полностью этим плагинам, на котором на данный момент, кстати, почти 1000 подписчиков. И ты, именно ты можешь мне помочь набрать эту заветную цифру, сделав кнопку подписаться серой и скинув это видео друзьям, которым интересна тема плагинов или же просто Майнкрафта. Если я достигну 1000 подписчиков до конца лета, то я устрою крутой ивент с игрой с подписчиками и розыгрышем. Ну что же, самое время рассказать про то, зачем вы все сюда пришли. Почему же написание плагинов это лучшее хобби для программиста? Точнее, я сейчас буду описывать плюсы, которые я сам для себя нашел в этом занятии. И постараюсь объяснить, что меня так привлекло и затянуло. Первое это Майнкрафт. Майнкрафт одна из самых популярных игр в мире. Игра, на которой большая часть из нас выросла. И я не стал исключением. Я играю в эту игру с 10 лет, с того момента, как я увидел ее на компьютере одноклассника в школе. В один момент обычного выживания мне стало мало, и поэтому за свою жизнь я перепробовал сотни модификаций и плагинов. Но больше всего меня всегда привлекали мини-игры с друзьями. Как сейчас помню, что я собирал друзей на сервере в 1.7.10 для того, чтобы пострелять друг друга из пушек в плагине Cannons, или поплавать на кораблях с плагином Movecraft, или модом Ships, ведь меня всегда привлекала эпоха парусных кораблей, пиратов, морских сражений и абордажей. Хотя нет, пожалуй, я тебя обманул, сказав об этом в прошедшем времени. Но вот при скачивании модов или сборок приходилось скидывать какие-то файлы друзьям, показывать, как устанавливать, у кого-то что-то не запускалось, и это было жутко неудобно. Но вот плагины это совсем другое дело. Все, что нужно для того, чтобы начать использовать их, обычный Майнкрафт и интернет. Да, пишу сценарий, аж ностальгия прошибает. Так вот, к чему это я? Идея того, что ты можешь модифицировать игру так, как захочешь сам, а тем, кто захочет с тобой поиграть, даже устанавливать ничего не придется, сама по себе безумно привлекательна. Только представь, сколько удовольствия ты получишь, если напишешь какой-нибудь супер крутой плагин на мини-игру, соберешь толпу людей и вы устроите мясо стенка на стенку в каком-нибудь Бэдварсе, захвате замка или CSGO в Майнкрафте с полноценным огнестрелом. Но, конечно, удовольствие от игры это хорошо. Но те, кто здесь собрались, непростые смертные. Мы живем в темных комнатах и тайно управляем этим миром. Мы способны взломать ВК, настроить принтер и переустановить Windows на компе. И все это не отрывая рук от клавиатуры своего компьютера. Мы программисты, и простых развлечений мы не ищем. От каждого дела должна быть практическая польза. И она есть. Как и в разработке игр, в плагинах зачастую приходится писать довольно сложные объектно-ориентированные модели, то есть строить сложную и интересную структуру. Нет, не ради того, чтобы хейтер твоего канала не начал написывать тебе в комментарии, что ты говнокодер, а чтобы код было легко поддерживать, и даже через длительное время ты бы мог к нему вернуться и понять, что там написано.
И такого рода практика нужна абсолютно любому программисту. Даже если ты не Java программист, умение выстраивать правильную рабочую структуру кода для тебя не менее важно. А принципы ООП в каждом языке реализуются плюс-минус одинаково. Так что, на мой взгляд, ты получишь крутую практику ООП, программируя в SpyGod. Даже если ты начинающий кодер, то переходя от простых плагинов к сложным, ты совершенствуешь свои навыки программирования и в любом случае получишь от этого профит. Но даже если тебе хватает практики в твоей основной сфере деятельности, то написание плагинов в Minecraft хороший способ изучить что-то новое и переключиться на другой род деятельности. Вот ты знаешь, бывает такое, что ты работаешь в одной сфере очень долго, и ты настолько преисполнился в этой теме, что тебе дают заказ, и ты понимаешь, что делал такое уже миллион раз. Конечно, не весь проект, а все его части по отдельности ты где-то уже дописал. И когда ты начинаешь выполнять эту задачу, ты пишешь код на автомате, не задумываясь. Так устроен наш мозг. Объекты, хранимые в его памяти и используемые постоянно, перемещаются в совершенно другой, наиболее быстрый тип памяти и начинают использоваться оттуда автоматически, несознательно. Но при использовании этой памяти твой мозг стагнирует или же не развивается в конкретной области. А этого категорически нельзя допускать. Мир меняется, тем более в IT-отрасли. Программист – первый человек, который должен учиться постоянно, постоянно развиваться, постоянно узнавать что-то новое. И написание плагинов для Minecraft, наверное, лучшая сфера деятельности, на которую можно переключиться, дабы отвлечься от основной. Это поможет тебе не только развлечься, но и разгрузить память, позволив взглянуть на старую работу по-новому. Ну и, конечно, как же без них? Без наших любимых денег. Да, на плагинах действительно можно заработать, но стоит сначала получше их изучить, потому что в данный момент в RU-сегменте очень мало действительно качественных исполнителей и очень много исполнителей, которые испортили себе репутацию, потому что им не хватило знаний для того, чтобы выполнять заказы. На самом деле в этом достаточно сложно винить людей, существует даже такой психологический эффект. При изучении чего бы то ни было, когда ты активно этим занимаешься, прикладываешь усилия, тебе в один момент начинает казаться, что все, больше учить нечего. Я знаю все. Я эксперт. Но реальность такова, что это лишь верхушка айсберга, и стоит копнуть чуть глубже, и ты увидишь, сколько всего тебе еще предстоит изучить, чтобы действительно называть себя экспертом. Но если ты действительно чувствуешь, что ты готов, то при наличии желания ты сможешь найти заказчиков на плагины. Но это уже тема для отдельного видео. Кстати, поставь лайк, если хочешь такое увидеть. Подведем итог. Бебра наговорил много всего, но суть такова. Плагины — это не только возможность менять Майнкрафт, создавая новые механики, но и возможность отработать свои навыки программирования и взглянуть на старый код по-новому. И если я тебя действительно заинтересовал в этой сфере деятельности, то подпишись на этот канал. Ведь дальше нас ждет еще много интересного. А если ты уже чувствуешь, что хочешь учиться делать плагины прямо сейчас, то я советую тебе мой курс по созданию плагинов. Он бесплатный, ссылка появилась справа сверху. А на этом у меня все. Удачи, друг. Пока.